Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня рассказ пойдет у нас про йод. Йод – это вещество, которое необходимо организму. Оно не задерживается в организме, постоянно оно нас покидает, тело. И мы не так много, скажем так, возможности его хранить, потому что сам по себе йод летучий, и он испаряется. И продукты, которые содержали бы йод, например, йод из них достаточно быстро исчезает. Например, если вы собрали грецкие орехи вот только что, как они упали, и вы их кушаете, там есть йод. Но когда они уже полежат, йод потихоньку из них испарится. Что касается недостатков йода и зачем он вообще нужен. Функция йода такая, что в основном он необходим для работы щитовидной железы. Щитовидная железа расположена у вас вот здесь, вот в этой под этой ямочкой. И она является неким дирижером и королем таким для всех остальных желез, которые выделяют какие-то гормоны. Ее гормон тироксин активизирует очень много других, скажем так, органы, активизирует работу органов. То есть, когда гормоны выделяются, органы начинают работать, какие-то вещества, необходимые в тело, поступают. Поэтому, когда йода не хватает, тироксина, соответственно, тоже не выделяется достаточно, то у вас наступает такое замедление всего. То есть, медлительность, медленно происходят все процессы в теле, вялость, пониженное артериальное давление, холодеют пальцы на руках, на ногах. Вы можете мерзнуть даже в достаточно теплый день. Высокий пульс может быть при нормальном давлении, это признак недостатка йода, 70-80 ударов в минуту. У женщин обильные месячные, у женщин могут увеличиваться количество волосяного покрова на лице. То есть вот усики появляются там у женщин как раз из-за недостатка йода. При беременности, при менопаузе требуется больше йода. При кровоточивости десен требуется больше йода. Это сигнализирует вам десны. При недостатке йода может быть повышенный аппетит из-за того, что функции органов действительно осуществляются медленно, и та пища, которую вы съедаете, она не успевает достаточно усвоиться. И вам хочется кушать больше, вы кушаете больше, в результате просто человек может полнеть, хотя объективных таких вот показателей к этому нет. То есть еды, которую он поглощает, достаточно, она просто не усваивается. Дальше. У мужчин могут возникать проблемы с простатой, рак яичек. Это тоже возникает из-за недостатка йода. Выпадение волос у женщин, да, то есть волосяной покров на лице и выпадение просто волос, когда волосы сыпятся, это признак недостатка йода. Если у женщины родила ребенка, у нее нет молока, то нужно тоже заподозрить недостаток йода, или когда у нее мало молока. Про йод часто больше написано правды в руководствах для, скажем так, ветеринаров, потому что ветеринары все это знают, и проблемы с иммунитетом, и еще с какими-то вещами, которые у скота начинаются. Например, падают удои, они просто добавляют йод в рацион. То есть ветеринары это знают, врачи это не знают. Вот такая вот удивительная ситуация. Дальше. Какие еще бывают вещи, связанные с недостатком йода? Такая странная вещь, как аппендицит. У меня начинались приступы аппендицита, и вообще болело после того, как я поем грубую пищу, семечки, орехи, там еще что-то, начинало болеть в боку, потом это проходило, и вот это все продолжалось. Но после того, как дефицит йода был устранен, ситуация перестала существовать совсем. То есть любую грубую пищу, которую я сейчас съедаю, она не доставляет никогда никаких неудобств. Вот такая тоже была странная связь обнаружена. Далее.
Что касается ситуации с йодом. Значит, у нас на сегодняшний день есть хорошие новости, есть плохие. Хорошая новость состоит в том, что, ну, в принципе, население у нас в России как бы знает о том, что йод необходим организму. И в Госдуме лежит законопроект о, значит, том, чтобы обязательно у нас соль, которая продается в магазинах, была йодированная, и чтобы в продукты питания тоже соль использовалась йодированная в продуктах питания. Но уже на этот проект идут и нападки, и уже много там публикаций о том, ой, там как это плохо, как это производители обяжут и все такое. Ну, к чему их обяжут? На самом деле на тонну соли нужно всего 40 грамм йодата калия. Да? В виде йодата калия туда добавляют йод. Эта соль не разлагается, хорошо усваивается, не теряется йод при кипячении, ничего не происходит. 40 грамм это слезы, это совершенно не поднимает особо цену этой соли, которая пойдет в продажу. Но если соль начнут йодировать, то, конечно же, огромные доходы будут потеряны у производителей энергетических напитков, у производителей кофе, у производителей алкоголя, у производителей наркотиков, распространителей, потому что человеку не нужны будут вещи, которые делают его активными, потому что он вялый и медлительный из-за недостатка йода. Это будет устранено, и он будет себя чувствовать хорошо. Поэтому немножко есть такая вот задержка. Этот законопроект уже лежит больше года в Госдуме. Хотя там в пояснительной записке к этому законопроекту, называется закон о профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. Там сказано, что недостаток йода у беременных приводит к отставанию детей в физическом и психическом развитии, умственной отсталости и даже кретинизму, к врожденным порокам развития, у матерей к выкидышам и детской смертности. Причем самый критичный период по недостатку йода – это от зачатия до 2 лет. Это самый такой вот важный период в жизни человека, нового человека. Ситуация сейчас вот это существует. 2019 год был этот законопроект сформирован. При всем том, что на данный момент, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90% домохозяйств используют уже йодированную соль по всему миру. Но Россия не входит в эти количества. В России, так сказать, все в таком вот состоянии тяжелом достаточно. Хотя именно Россия была начинателем вообще того, чтобы устранять у людей дефицит йода. В 1932 году хирург-эндокринолог Николаев уже опубликовал такую работу про эндемический зоб. Что такое зоб? Зоб — это вот связанный с... увеличивается щитовидная железа от недостатка йода, у нее начинает гиперфункция, и нужно как бы вот больше работать, ей как бы она, нужно больше гормона выделять, а его делать не из чего, йода нет. Вот. И поэтому она увеличивается. И этот зоб напрямую связан с недостатком йода. Как только недостаток йода устраняется, то зоб уходит. В основном, там, в 99 с лишним процентов случаев. И, значит, он опубликовал это исследование, где написал, что в Кабардино-Балкарии 26% мужчин имели зоб, 69% женщин. У женщин недостаток йода обычно больше, чем у мужчин, связано с женской физиологией. Были организованы мероприятия по обеспечению населения йодированной солью и йодом в таблетках. Что получилось? Уже к 1940 году в той же Кабардино-Балкарии количество случаев зоба снизилось до 1%. Тяжелые 30-е годы были. Еще более тяжелые 40-е годы привели к тому, что количество случаев зоба стало 4%. Но уже к 49-му, тяжелые, опять же, послевоенные годы, к 49-му году уже была снова цифра 1%. Этот успешный опыт был распространен на всю страну. В 1956 году был издан приказ Министерства здравоохранения Советского Союза о
об улучшении работы с эндемическим зобом. Были организованы значит, диспансеры специальные во всех районах, где дефицит йода присутствует. Были организованы диспансеры, которые отслеживали ситуацию, которые обеспечивали население йодом. И уже очень быстро тоже общее количество зоба у населения свелось к 1%. Но если кто-то думает, что Советский Союз был разрушен в 90-х годах, то не совсем это так, потому что вот, например, в 70-х годах, в начале 70-х уже Министерство здравоохранения заявило, что эндемический зоб как массовое заболевание, цитирую, ликвидирован или находится на грани ликвидации. Заявление глупое, потому что он не может быть ликвидирован в стране, которая удалена от побережья, от моря. То есть она не получается атмосфера йода, она не питается морской рыбой, это население не питается. И, соответственно, если населению перестать давать йод, у него снова появится зоб. Ну, значит, вот зоб как заболевание у них было якобы ликвидировано. И статистика была убрана, нет статистики, нет проблемы, проблема зоба отсутствовала в стране. При Горбачеве вообще эти все диспансеры были ликвидированы, а их было под 100 по всей стране. В то же время все остальные страны озадачились, наоборот, проблемой зоба, того, что населению не хватает йода. И они, наоборот, стали все эти страны йодировать соль, приняли законы об обязательном йодировании, стали таблетированные формы населению давать, что привело к тому, что в США в конце 80-х только у 1-2% подростков отмечалось увеличение щитовидной железы. В то же время в Советском Союзе у 20-30% подростков отмечалось увеличение щитовидной железы. То есть мы просто растеряли все свои достижения мгновенно. Далее, когда случилась Чернобыльская авария, дефицит йода привел к тому, что организмы получили радиоактивный йод. Организму любой йод давай, лишь бы он был. И когда дефицит, он, конечно, будет притягивать и радиоактивный. Увеличились случаи, нарушений органических в железе, это узелковое образование, и увеличились случаи рака щитовидной железы. То есть, профилактика вообще вот этого явления, такой большой проблемы, как функция щитовидной железы, она достаточно проста. Но лечить последствия, то есть, да, там можно, конечно, продавать бесконечно гормоны, там еще что-то, но никаким гормоном, никаким лекарством не решить ту проблему, которая связана просто с дефицитом банальнейшего вещества. Далее, на сегодняшний день ситуация такая, что чем дальше вы от побережья, чем меньше вы получаете, соответственно, с потоками ветра йода, он просто теряется, то тем больше риск, что у вас этого йода не достает. Например, если там это несколько сотен километров от моря, то уже исследования показали, что у каждой 4-й девочки был зоб. А если мы удаляемся на 1000 километров, как у нас есть регионы, которые реально удалены, то почти у каждой женщины уже будет зоб, если не давать специальных добавок йода. Значит, из, в общем-то, скажем так, веществ, питательных, которые вы обычно кушать можете, это обычно морская капуста содержит йод, или сушеная, или засоленная. Из продуктов, фейхоа является достаточно хорошим источником йода. Но он должен быть заготовлен, и чтобы этот йод там никуда не делся, чтобы у вас, например, вы можете перетереть там его, с сахаром замешать и так далее, и тогда сохранить его и его принимать. Но самое простое — это обычный йод, допустим, йодированная соль прекрасно решает проблемы. В йодировании соли используется йодат калия,
Это вещество, которое достаточно устойчиво, срок там применения где-то гарантированный год этой соли. Потери там будут небольшие йодовые, то есть вы будете солить пищу, значит, кипятить, варить, ничего страшного, йод никуда не денется, йод вы получите с пищей все равно. Но если ситуация уже такая большая, ну такая, что щитовидная железа уже пострадала, она увеличена, то количество йода вам может понадобиться гораздо больше. При норме 150 микрограмм, то есть норма где-то вот у нас установлена где-то 150 микрограмм. Вот. При такой норме вам нужно будет использовать 4-5 миллиграмм йода. 4-5 миллиграмм. В одной капле спиртового раствора содержится примерно 1 миллиграмм йода. Вы можете прям этот йод тоже использовать. На самом деле любой йод, он любой будет усваиваться. Далее, значит, как узнать, что у вас имеется дефицит йода? Очень просто. Вы просто берете спиртовой раствор йода, мажете, ну, например, на животе пятно рисуете и перед сном. Утром встаете и смотрите, есть пятно или нет. Если его нет, то большой дефицит йода. Если там пятно стало посветлело, значит дефицит йода имеется, но не такой большой. Если пятно осталось таким же, не всосалось, значит дефицита йода нет. Дело в том, что организм забирает йод через кожу. Именно поэтому бабушкины йодовые сетки работали и продолжают работать. Органы, которые болят у вас, там какие-то трудности, вы можете всегда мазать йодовой сеткой, это облегчение обязательно наступит, вы увидите, как она всасывается. Когда она уже не уходит, остается, ну, куда-то вы помазали там, это значит, что уже дефицит устранен. Есть, значит, такая легенда, что морская соль лучше, чем йодированная. На самом деле морскую соль выпаривают, и хотя вначале там йод в ней был, но при выпаривании, соответственно, йод этот исчез, и именно йодированная вот этим веществом, йодатом калия, это, в общем-то, будет наиболее хорошо и будет полноценным источником йода для вас. Так, ну, значит, что касается избытка гормонов, да, то есть может быть такая идея у кого-то, что если мы дадим больше йода, то у нас появится избыток гормонов щитовидной железы и с вытекающими со всеми, значит, последствиями. А если у нас недостаток это функции, это вялость и медлительность, то избыточная функция, это значит нам наоборот дает такую взбудораженность, взвинченность, нервность. Но эта нервность происходит не от того, что йода много, йод лишний выйдет, а от того, что ненужные гормоны щитовидной железы не расщепляются достаточно в печени, не выводятся из организма. И это тут уже дело в печени, и помогут человеку здесь в большей степени, допустим, магний, да, и кальций. То есть как бы вот магний и кальций, и тогда у нее ситуация придет вот в лучшее состояние. А избыток йода таким образом не воздействует на человека. Избыток йода может вызвать небольшое повышение температуры. Кстати, пониженная температура тоже симптом недостатка йода. То есть если у вас обычная температура ниже 36,6, значит у вас недостаток йода, нужно его восполнить. Так. Ну, я рассказал все про йод. Я вам покажу в заключение такую картинку. Видите, какое вроде нелицеприятное дело, какие-то коричневые штучки. На самом деле это очень хороший источник йода. Это фейхоа, которая была осенью куплена, перетерта сахаром. Ну, конкретно это хранилось перетерто в морозилке. Вот я беру, видите, здесь уже видно, что это у нас зеленая фейхоа, очень хорошая, вкусная. Именно коричневый это есть йод. Очень рекомендую. Не допускайте дефицита йода. Устраняйте очень просто. Таблеток полно. Просто восполните недостаток и улучшайте ситуацию свое здоровье. С вами был Олег Конучин. Хороших дней, хорошего здоровья. До свидания.